Всем привет! Сегодня мы будем говорить о подкастах. Во-первых, потому что вы на канале просто Russian Podcast. Во-вторых, потому что почти все любят подкасты. И в-третьих, потому что это мощный ресурс для изучения и практики иностранного языка. И сегодня я расскажу, как слушать подкасты с пользой. Если вы готовы, то начинаем с выбора контента. Здесь два важных правила. Первое, он должен быть интересным. И второе, и самое важное, он должен быть подходящего уровня. Что это значит? Эпизод подкаста не должен быть слишком легким или слишком сложным, а количество новых слов не должно быть пугающим. Кстати, маленький спойлер. Иногда я не следую этому правилу, а почему я это делаю, расскажу чуть позже. Если у вас высокий уровень, то есть B2 и выше, то вы уже можете слушать аутентичные материалы. Как я сказала ранее, важно, чтобы вы выбирали темы, которые вам интересны. Например, так выглядит мой список на Spotify. Здесь подкасты на венгерском, португальском, хорватском и один на английском. В основном они про путешествия, книги и психологию. Чтобы найти авторов, которые мне могут быть интересны, я использую Podcast Addict. Что я делаю? Выбираю язык, русский, листаю вниз. Здесь разные категории. Например, я хочу слушать про искусство. И теперь у меня список подкастов из этой категории. Затем я обычно читаю описание и пару минут слушаю эпизод, чтобы понять, приятен ли мне голос ведущего. Для меня это очень важный момент. Один раз я нашла офигенный подкаст, но не смогла его слушать, потому что мне совсем не нравился голос. Если вы начинающий, то не грустите. Выбирайте специальные адаптированные подкасты, которые созданы для людей, которые изучают русский язык. Часто в названии эпизода авторы пишут уровень, поэтому вы без проблем можете выбрать тот, который подходит именно вам. Например, в своем подкасте я записываю много эпизодов для тех, у кого уровень А1. И предлагаю слушать не абстрактные истории, а делюсь своими мыслями и своим опытом. Например, в эпизоде «Странная еда» я рассказываю о путешествии в Китай и какую еду мы с подругой там попробовали. В эпизодах для начинающих я обычно говорю чуть медленнее, чем обычно, потому что хочу, чтобы вы могли сфокусироваться на истории и осознать, что уже на этом уровне вы можете многое понимать, а значит и сказать тоже. Но об этом чуть позже. Итак, вы нашли идеальные подкасты. И что с ними делать теперь? Есть два варианта. Первый – это так называемое экстенсивное слушание. Ваша главная задача – понять общий смысл того, что вы слушаете, не пытаясь переводить на все незнакомые слова. Кстати, помните, в начале я говорила, что иногда игнорирую уровень, когда выбираю материалы для аудирования. Так вот, когда я только начинаю учить новый язык, я часто ищу какой-нибудь сериал и начинаю его смотреть. Например, я начала смотреть сериал на португальском, когда знала 3-4 слова. Знаете, bom dia, obrigada, немного. Пустая трата времени, подумайте вы, возможность привыкнуть к звучанию языка, ритму, интонациям, отвечу я. Да, сериалы для этой цели более эффективны, потому что у вас есть картинка, которая помогает удерживать внимание. Но это не значит, что вы не можете использовать и подкасты. Второй вариант – активная работа с аудио и транскриптом.
Этот вариант позволит не только улучшить навык аудирования, но и прокачать говорение, а также расширить словарный запас. Базовая структура работы с эпизодом может быть следующей. Сначала послушайте весь эпизод. Постарайтесь понять общую идею. Помните про экстенсивное слушание? Угу. Если вы не поняли какие-то слова, то вот на этом этапе это вообще не проблема. После прослушивания расскажите вслух, да, это важно, о чем был эпизод. Это помогает проверить, правда ли вы поняли то, что слушали. Часто бывает, что мы слушаем аудио, все слова понятные, но если потом кто-то спросит, о чем говорили спикеры, мы впадаем в ступор. Могут быть разные причины, может быть, мы недостаточно концентрировались или слушали отдельные слова, но не следили за сюжетом. Это моя вечная проблема, я очень легко отвлекаюсь. На следующем этапе нам понадобится транскрипт, потому что будем работать с произношением, грамматикой и искать полезную лексику. Произношение – одно из самых эффективных и популярных упражнений для улучшения произношения – это shadowing. Задача слушать аудио и тут же повторять за спикером, имитируя его произношение, ритм и интонацию. Вы также можете просто читать транскрипт вслух, да, пытаясь повторить произношение и интонацию, которую вы слышали. А если вы запишете ваш голос, то потом легко сможете сравнить с оригиналом и понять, что можно улучшить и над чем стоит поработать. Если вы начинающий, и не только, я рекомендую вам ставить ударение в словах, которые вы не помните или не знаете, как правильно произносить. Следующий этап – лексика. Подкасты – это всегда такой живой, настоящий язык. Например, в эпизодах для начинающих я использую простую и доступную грамматику, но это не мешает мне добавлять, например, сленг. Поэтому, когда вы читаете транскрипт, всегда выделяйте чанки или какие-то новые интересные слова, которые вам нравятся, которые вы хотите использовать в своей речи. Вы можете составлять с ними потом флеш-карты и периодически повторять. А я знаю, у многих студентов очень мало свободного времени, поэтому, например, патроны моего подкаста получают транскрипт с переводом сложных слов и уже готовыми флеш-карточками. Также я рекомендую обращать внимание на структуры предложений. Часто вы можете встретить классные готовые конструкции, которые потом можете использовать, когда будете писать или говорить на русском языке. Итак, у вас есть классные фразы, новые интересные слова и даже шаблоны для предложений. Пришло время что-то написать или сказать. Самый простой вариант здесь. Напишите вопросы к эпизоду, который вы слушали, а затем ответьте на них от лица спикера. И на этом этапе попробуйте уже использовать 3-5 новых слов, которые вы узнали. Напишите ваше мнение о том, что вы услышали в подкасте. В Просто Russian Podcast я часто рассказываю о своем опыте в разных ситуациях. Что мне нравится, что мне не нравится. И всегда предлагаю слушателям поделиться своей историей. Как вариант, вы можете сначала написать историю, а затем рассказать вслух. У вас есть преподаватель или языковой партнер, предложите им обсудить подкаст, который вы слушали. И во время разговора пробуйте использовать новые слова, фразы и разные конструкции. В конце
хочу сказать одно. Пожалуйста, будьте активным участником учебного процесса. Экспериментируйте, пробуйте новые задания, разные методы, не знаю, приложения, сайты. Только это приведет вас к успеху. А сейчас предлагаю вам написать в комментариях, что вы обычно делаете с подкастами, которые слушаете.